Сначала я подумал, а может сделать какой-то тотальный разбор фильма «Пустой человек», который я впервые посмотрел вчера. Но потом я охладил свой пыл и решил, что фильм слишком пуст, чтобы уделять ему так много времени. Там-то толком и нечему его уделять. Поэтому озвучу отзыв в целом, разберу какие-то сцены и объясню некоторые детали. И все это без спойлеров, чтобы, если все-таки кому-то советовали или хочется посмотреть этот фильм, они фильм оценят, вернутся сюда и разгромят меня в комментариях. Если вы прочитали описание к фильму, то его по сути уже можно и не смотреть, потому что, например, на Кинопоиске расписан весь сюжет, что, с кем, как и почему произойдет, который лишает какого-либо смысла смотреть этот фильм, ну кроме концовки. Поэтому максимум можно посмотреть трейлер, хотя и он тоже в каком-то смысле спойлерит немного. Фильм начинается с того, как две пары американских туристов в 1995 году путешествуют по буддийскому королевству Бутан, а точнее по его горам. Он как раз граничит с Гималаями, Тибетом. Один из группы, парень по имени Пол, слышит странный звук, который как бы начинает манить его идти в определенную сторону, в сторону этого источника, искать его, из-за чего он не замечает отверстия в земле и падает в пещеру. Друзья, конечно же, бегут спасать его. Второй парень спускается по веревке в пещеру, чтобы помочь бедолаге Полу. Но тот не валяется, обездвиженный. Он оказывается внутри пещеры целым и невредимым. Он сидит в медитативной позе, так ее назовем, перед огромным скелетом демонического вида. Пол не может двигаться или общаться. Друзья выносят его из пещеры и пока плетутся по дороге, видят на пути заброшенную хижину, где решают переждать, переспать, пересидеть. Ну и бедолаге Полу найти врача или лекаря, который сможет вернуть его в сознание. В течение следующих 3 дней какое-то загадочное существо в плаще и капюшоне преследует их, пока история с этими ребятами не закончится трагически. Эта часть фильма длится больше 22 минут. По сути, в принципе, можно было вырезать и выкинуть под эту сцену, потому что сюжетной и смысловой нагрузки она никакой не несет и ни на что не влияет. Почему это? Спросит ярый поклонник или фанат этого фильма. Потому что нам не объяснили значение этой пещеры, нам не объяснили и не показали, что это за демон, как он там взялся, зачем этот звук манил персонажа по имени Пол. И если постараться это объяснить, тогда после этого задаться другим вопросом, зачем тогда Пол после этого дул в дудку в конце этой сцены. И самое главное, что вообще эта вся история не про этих ребят. Я осмелюсь предположить, что это все было сделано для того, чтобы показать, откуда якобы произрастают корни древнего зла или добра, понятия относительные, задать тон фильму, создать такую вот мистическую атмосферу, что вот это вот такое таинственное, древнее, восточно-буддийское, тибетское и все тут. Очень многие, почему-то не ознакомившись с матчастью, поголовно бегут и повторяют друг за другом, что это все описанное ранее и произошедшее с ребятами, то ли отсылка к перевалу Дятлова, то ли вдохновились этим перевалом Дятлова. То есть, если у нас есть горы, молодые люди и трагические последствия, то значит это перевал Дятлова. Однозначно, 146%. Даже если это и так. Допустим. В чем смысл? То есть была сделана отсылка ради отсылки? Если это так, то это очень плохо. Потому что ссылки должны быть уместны и на что-то влиять. После вот этих вот загадочных трагических событий из 95 года мы перемещаемся, можно сказать, в наши дни. В фильме это 2018, когда и планировали, в принципе, выпустить этот фильм. Дальше нам покажут бывшего полицейского по имени Джеймс Лассомбра. И вот как раз таки весь сюжет, вся история крутится вокруг этого бывшего полицейского, касаясь попутно пустого человека. Вот еще одна причина, почему первая сцена длиной больше 20 минут нахрен тут не убилась. Подростки в фильме. Подростки показаны как подростки, то есть которые занимаются всякой чепухой от безделья, то есть они пьют пиво, курят, шаландаются где-то по ночам. И, конечно же, как и свойственно любому подростку, они проводят древний буддийский ритуал по призванию пустого человека. С этого и начинается, кстати, трейлер фильма, где показывают группу подростков, которые рассказывают, что если ты находишься на мосту, найдешь пустую бутылку,
Подуй в нее 3 раза, иначе чудо не произойдет. Дуем, обязательно нужно думать. Если не дуете, чудо не произойдет. Подумай о пустом человеке, и за тобой придет пустой человек. Стоп. Я очень не люблю, когда мне говорят «стоп». Не делайте этого больше, ладно? Тогда в чем тут буддизм? Какая бутылка? Какой мост? Что это за херня? Тогда зачем нужно было показывать эту длинную сцену? Этот нахрен с ушами пустой человек существует 1000 лет, видимо, столько же и существовали пустые бутылки, которые валялись на мостах, чтобы его призывать. Что это за говно? В фильме, конечно же, толстой нитью через все повествование идет тема о том, что ничего не имеет значения, потому что все нереально. Что есть реальность? И как определить ее? Что говорит ребенок? Он помог мне осознать, что тебя ничего не ранит. И ведь все нереально. Все нереально. Что говорит взрослый? Наша жизнь реальна. Нет, жизнь реальна. Что отвечает ребенок? Правда? Да. Откуда ты знаешь? Когда-то на этом белом свете жил такой австрийский философ Людвиг Витгенштейн, логик, представитель аналитической школы философии. Он как-то сказал: "The real question of life after death isn't whether or not it exists, but even if it does, what problem this really solves?" Что в переводе означает: настоящий вопрос жизни после смерти заключается не в том, есть ли она или нет. Допустим, что есть. То что это меняет? Возможно, я не идеально перевел или сказал, но смысл понятен, даже если наша жизнь нереальна, чей-то сон, или компьютерная симуляция, или чья-то галлюцинация. А что от этого действительно меняется? Совершенно ровным счетом ничего. Ее также нужно прожить, прострадать, промучиться, поучиться, поработать, совершенствоваться в плане, не знаю, любимого занятия, получать удовольствие от секса, спорта, еды, простых радостей этой иллюзорной жизни от каждого прожитого дня. Великие слова Ницше. Если ты смотришь в бездну, то и бездна смотрит в тебя. Потрясающе, да? Теперь эта фраза заезжена бесконечными повторениями. Она как магнитик на холодильник. Ницше как-то сказал: да, если ты вглядываешься в бездну, бездна вглядывается в тебя. Эту цитату уже заездили до дыр, до такой степени, до бездонной дыры, что уже даже цитирование такого гения просто тошно слышать. И тут персонаж фильма прав, что повторение превращает любую вещь в бессмыслицу. Я хочу сказать, что да, вообще массовость лишает чего-то сакрального своего смысла, уникальности, индивидуальности. И это то, что произошло с книгой 1984 Оруэлла, когда она приобрела массовый характер, из-за чего стала попсой и потеряла свой, не знаю, глубокий смысл. И вот эти вот заигрывания в виде цитирования Ницше, нигилизм и вечные пиздострадания молодого поколения, что они поняли эту жизнь и что ничего абсолютно не важно и не имеет никакого значения, все нереально. Это пошлые заигрывания с глупыми подростками. Хотя не все подростки глупые. Или неокрепшими умами любых возрастов. В фильме бывший коп найдет бумажку с надписью «Тульпа». Это слово означает «существо, которое было создано с помощью силы мысли». Один из примеров – воображаемый друг, что опять же свойственно для детей или подростков. Кстати, такую фигню, как воображаемый друг, я никогда нигде не встречал, не видел, не слышал вживую у нас. Только в западном кино. Вот такое вот интересное наблюдение. Еще в фильме была сцена, где группа людей сидела и явно занималась медитацией перед черным листом бумаги, который висит на стене. Подобная практика называется трансцендентальная медитация. Я вам скажу две вещи. Если вы когда-то услышите такое название или что-то подобное, или описание подобной практики, или что-то похожее, я сейчас ее озвучу, то сразу посылайте человека на 3 буквы. Обычно она заключается в том, что рисуется черная точка на стене, либо как в фильме вешается черный лист. И вы в медитативной позе, в полной тишине неподвижно начинаете смотреть на эту точку и представлять, что вы смотрите на себя самого в этой позе с ракурса той точки. Это наиболее деструктивный из простых доступных практик человеку, которая к чертам собачьим разваливает вашу психику, у вас уедет крыша, и вы больше никогда не придете в сознание, будете пускать слюни и ходить под себя, либо просто ёбнутым станете. Я вам категорически не рекомендую чем-то подобным заниматься.
В целом фильм «Пустой человек» не обладает каким-то глубоким смыслом, не удивляет и не несет ничего нового, а все эти игрища с так называемыми темными силами, сценарий, напичканный надерганными вещами, то есть философии Платона, Ницше, Декарта, то есть восточных практик, нацелены на то, чтобы взбудоражить и впечатлить, я бы даже сказал, пагубно повлиять на подростков, хоть и фильм с меткой 18+. Если хотите посмотреть в темноте на ночь это как страшилку, я думаю, в принципе сойдет. А в остальном «Пустой человек» это пустой фильм. Сейчас сбоку появятся еще какие-то ролики на усмотрение YouTube. Если что-то заинтересовало, клацни, посмотри.